Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Отдельный привет и слова благодарности своим подписчикам, постоянным зрителям. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши отзывы, за вашу поддержку. Отдельные слова благодарности спонсорам канала. Спасибо большое. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы, в принципе, уже работали, с палитрой такой работали, ну и с новым узорчиком. Итак, новички. Смотрите, кто еще не работал с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Ярнард Виолет. Идем дальше. Моточки небольшие, по 50 грамм, видите? В 50 граммах 282 метра. Вот ниточки. Это по составу стопроцентный мерсеризированный хлопок. Идем дальше. Цвет. Смотрите, на камеру передается ярче, чем он есть на самом деле. Он немножко поспокойнее. Смотрите, называется цвет 53-53. Идем дальше. Здесь нам советуют производители. Смотрите, смотрим все по инструкции. Крючок брать 2,5 миллиметра. Дело в том, что я данную пряжу, данную ниточку вязала крючком номер 2. Меня, в принципе, по моей плотности все устраивает. Вы, так, смотрите, вот крючок, видите, 2 миллиметра. Вот такая вот моя рабочая лошадка. Обычный крючок. Ну, вот такая вот фирма, Картопу. Вы берете любой крючок, выбираете в магазине, как Гарри Поттер, волшебную палочку. Я девчатам пишу в комментариях. Просто, чтобы вам было удобно. Не кому-то было удобно, да, а чтобы вам было удобно. Берите, прямо в магазине пробуйте, вяжите, подбирайте под себя. Итак, вы можете брать не только такую пряжу, любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Вы берете свою пряжу, свой крючок, вяжете образец своей рукой, так, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, будьте внимательны. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка читабельная, все по ней понятно. Те мастера, кто умеет вязать по схемкам, смотрите и вяжите, да? Тех же, кто не умеет, повторяйте за руками, сравнивайте именно непосредственно со схемой. И так вы научитесь быстро, скажем, работать со схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 14 петелек. Давайте я наберу 2 раппорта, в принципе, все уже будет понятно, и дополнительно 3 петельки, вы увидите, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого получается, я набираю 31 воздушную петельку, а вы столько, сколько вам будет необходимо, сколько вам удобно. Итак, для начала, смотрите, все как всегда. Петельку делаем фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиков, новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд. То есть не чтобы воздушные петельки были, а чтобы были петельки, представлены столбиками с накидом. Ну, так вам будет потом удобнее, потому что в петельках вы можете запутаться. Итак, давайте для начала наберем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, 3, 4, 5. Накид в 5-ю петельку. Вот, аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Понятно? 3 петельки подъема – это имитация столбика с накидом. Стоят 3 петельки на 4-й, получается, петельки, поняли? И в 5-ю мы провязываем столбик с накидом. Почему многие спрашивают, почему именно в 5-ю, поняли? Вот, у нас получается здесь уже 2 столбика. Первые 3 воздушные петельки – это имитация столбика с накидом. Идем дальше. Накид в следующую петельку. Аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. Следующий прям по порядку. Все петельки провязываем по порядку столбиками с накидом. Это именно для новичков. Для опытных мастериц они могут данный ряд пропускать и уже непосредственно приступать к узорчику. Просто я знаю, что новички путаются в воздушных петельках, в столбиках они точно не запутаются. Смотрите, и вот так вот вы провязываете до конца ряда. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько воздушных петелек вы набрали. То есть, если я набрала 31 воздушную петельку, у меня должно получиться
31 столбик с накидом. Ничего сложного, да? И напоминаю, что вот эти первые 3 петельки подъема, которые мы с вами провязали, вот, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Угу. И в конце ряда встретимся. Это не сложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Так, ничего сложного. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Схемка перед вами, смотрим, повторяем, учимся. Итак, смотрите, для начала делаем воздушную петельку, поворот. И получается сюда же верхушку вот этого же столбика, вот самый первый столбик, верхушку нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь смотрите внимательно. Мы пропускаем вот верхушку одного столбика и в следующий, получается, столбик нырнули и провязали столбик без накида. У нас сформировалась вот такая вот маленькая-маленькая арочка. Идем дальше. Делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 4 столбика. Считаем. 1, 2, 3, 4. В 5-й столбик верхушечку, оп, нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Видите, у нас получилась маленькая арочка и вот такая большая арочка. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропустили 1 столбик и в следующий по порядку получается столбик. Вот, нырнули, провязали за верхушечку столбик без накида. У нас сформировалась опять маленькая арочка, как в самом начале ряда. Видите? Маленькая, большая, маленькая. Теперь будем провязывать большую арочку. Итак, 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 4 столбика пропустили. 1, 2, 3, 4. И в 5-й провязываем столбик без накида. Видите? То есть ваша задача в данном ряду чередовать маленькая арочка, большая, маленькая, большая. Потом будет маленькая, большая. И так до конца ряда. Давайте самостоятельно, несложно. В конце ряда встретимся. Угу. Так, смотрите, практически провязали до конца ряда. Здесь у нас чередуются маленькие и большие арочки. Здесь вообще ничего сложного. Заканчивается у нас ряд маленькой арочкой. Видите? Вот, за верхушечку провязали столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот, 1 столбик верхушечку пропускаем. И здесь, помните, у нас были 3 петельки подъема. Так вот, за 3-ю петельку подъема мы беремся и провязываем наш последний столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Идем дальше. 2 воздушные петельки подъема. 1, 2, поворот. Теперь 1 воздушная петелька по узорчику. Повторяйте. Итого получилось 3 воздушные петельки. Теперь смотрите, вот та самая арочка маленькая, в которую мы, получается, с вами провязывали, мы в нее провязываем столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот у нас идет большая арочка. Да? Вот она, большая арочка. Мы с вами, получается, в эту арочку нырнули, вытянули ниточку, провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сделали накид и перепрыгиваем вот в маленькую арочку. Маленькую. Нырнули в нее, вытянули ниточку. Внимательно будьте. Провязали 2 петельки, стоп, держим петельки на крючке, не провязываем дальше. Делаем накид, еще раз сюда же, в эту же арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь провязываем все 3 петельки вместе. Оп. У нас получился вот такой вот интересный, как бы, ну, не пышный столбик, да? У нас получается 2 столбика с одной общей верхушкой. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Сюда же, в эту же арочку, вот сюда же ныряем и провязываем столбик с накидом полностью по 2 петельки. 2, 2. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И повторяем точно так же, как мы с вами провязывали 2 столбика с общей верхушкой. Опять же сюда же в арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид, сюда же в арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп.
А теперь вот 3 петельки вместе. Оп, вот. И у нас получается, вот мы в маленькую арочку, видите, провязали 2 столбика с общей верхушкой, 3 воздушные петельки, 1 столбик с накидом, 3 воздушные петельки и сюда же 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот там, где наша большая арочка, видите, получается, мы в нее провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В маленькую арочку, вот в эту маленькую арочку, мы провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять перепрыгиваем в следующую большую арочку. Вот, провязываем столбик без накида. То есть вот такая вот картина, смотрите, по схемке. Дальше у нас идет повторение. Видите, вот наша первая маленькая арочка, вот мы ее провязали. Итак, далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Следующая наша арочка маленькая, мы ее провязываем. Вот, ныряем. Вначале провязываем 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Первый столбик не до конца провязали, держим на крючке. Сюда же второй столбик провязали не до конца, держим на крючке. 3 петельки вместе. Оп. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Столбик с накидом полностью провязываем сюда же в эту арочку. Полностью. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же провязываем опять 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Раз, держим на крючке. И 2. Теперь все 3 петельки вместе. Оп, провязали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В большую в нашу вот эту арочку провязываем лишь столбик без накида. Заканчиваем ряд, смотрим по схемке. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот наша маленькая арочка, помните? Вот. В нее столбик без накида. А теперь будьте внимательны. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. 1 воздушная петелька. Мы делали 2 петельки подъема, помните, да? Здесь мы сделаем, смотрите, накид. Вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Мы в него нырнули, вытянули ниточку. И теперь, смотрите, мы провязываем все 3 петельки сразу вместе. Это у нас полустолбик с накидом. Поняли? Все, ряд наш закончен. Вот, вот так вот мы сами вместе провязали наш ряд. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, дальше, смотрите, воздушная петелька, петелька подъема, поворот. Смотрим, вот верхушку нашего последнего полустолбика с накидом, беремся за верхушечку и за верхушечку провязываем столбик без накида. Есть. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Смотрите, вот наша следующая получается арочка. Вот мы в эту арочку провязываем столбик без накида. Есть. А теперь смотрите, вот 3 воздушные петельки, которые идут вот до наших столбиков, да, вот центральные получаются наши столбики. Вот в эту арочку, вот 3 воздушные петельки, мы в нее провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. То есть все провязали в одну арочку. Есть. Далее, смотрите, накид. Там, где у нас были 2 столбика, вот они, вместе с одной общей верхушкой, мы беремся за верхушку и провязываем столбик с накидом. Есть. В следующую арочку, вот следующая арочка, мы в нее провязываем тоже 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. По итогу, когда мы доходим до центрального, получается, столбика, мы провязали 7 столбиков с накидом. Видите? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Есть. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Возвращаемся сюда же в эту арочку и провязываем столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Как бы делаем маленькую арочку. Так, ниточка запуталась. Так, продолжаем. Итак, смотрите, мы сделали, получается, 3 воздушные петельки и перепрыгиваем наш центральный столбик, вот следующую арочку, и в нее провязываем столбик без накида. Есть.
3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же, вот в эту же арочку мы провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, провязываем их полностью. Второй столбик с накидом. И третий столбик с накидом. Теперь вот верхушечка наших 2 столбиков. Мы за верхушечку беремся и провязываем 1 столбик с накидом. В следующую арочку, вот в следующую арочку провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. То есть мы с вами зеркально повторили то, что мы только что провязывали. Вот видите? Вот. Наши получается 7 столбиков. Так, потом маленькая арочка и опять 7 столбиков. Вот такая картина должна получиться. Идем дальше. После последнего столбика вот, мы с вами беремся, вот наша арочка, и провязываем в нее столбик без накида. Так. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В следующую арочку, вот, видите, мы провязываем точно так же. Столбик без накида. То есть дальше у нас будет только повторение. Вот, как мы в самом начале вот с вами провязывали маленькую арочку. Вот она, маленькая арочка. Дальше пойдут у нас столбики. Итак, накид. Вот в большую арочку нырнули, провяжем вместе. Провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. Там, где верхушка 2 столбиков, так, мы провязываем 1 столбик с накидом. В следующую арочку провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Возвращаемся сюда же. Секундочку. 2, 3. Возвращаемся сюда же, в эту арочку, и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Перепрыгиваем в следующую арочку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И возвращаемся сюда же, в эту же арочку, провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Теперь там, где верхушка наших 2 столбиков, мы провязываем 1 столбик с накидом. Есть. В следующую арочку опять 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Поняли, да? Вот наши столбики поднимаются, опускаются. Видите? Поднимаются, опускаются. То есть ничего сложного. И заканчиваем наш ряд. Вот наша арочка. Следующая, мы в нее провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Сейчас ниточку распутаю. Так, и заканчиваем наш ряд после 3 воздушных петелек. Вот, помните, мы в предыдущем ряду в начале ряда делали 2 петельки подъема и воздушная петелька по узорчику. Сформировалась вот такая арочка. Мы вот в эту арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее, будьте внимательны. 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, 4. Поворот. Теперь смотрите, накид. Вот в эту же, получается, арочку. Вот, мы только что ее вязали. Мы провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь смотрите, делаем накид. Пропускаем наши 3 столбика. Раз, два, 3. И в четвертый, вот он, четвертый столбик, который провязывался за верхушку 2 столбиков. Помните, да? Вот мы за верхушку 4 столбика провязываем опять 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Раз, провязали не до конца. Сюда же 2 столбик с накидом провязали не до конца. И потом все 3 петельки вместе. Оп. Вот такая картина. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Смотрите, вот там, где у нас столбики закончились, да, потом мы провязывали 3 воздушные петельки. Так вот в эту арочку провязываем столбик без накида. Есть. Так, не запутывайся. Есть. Теперь смотрите, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3.
И вот наша центральная арочка между столбиками. Вот она. Мы в нее нырнули и провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот наша получается арочка из 3 воздушных петелек. Мы в нее провязываем столбик без накида. Это та арочка, которая перед 7 столбиков. Видите? Дальше смотрите, что мы делаем. Как только мы провязали столбик без накида, набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем накид. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 провязываем 2 столбика с общей верхушкой. 1. Накид сюда же получается 2 столбик. 2. И все 3 петельки вместе. Оп. Понятно? Теперь накид. Мы пропускаем все наши столбики. Идем вот в арочку. Вниз спустились, да? Вот наша нижняя арочка. В нее провязываем столбик с накидом. Накид. Опять там, где у нас столбики поднимаются, 7 столбиков, мы пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3 и 4 столбик, да, вот он, за верхушечку 2 столбиков. Мы в него провязываем точно так же 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. 1, сюда же 2 и 3 петельки вместе. Оп. Понятно? То есть дальше идет повторение. Мы провязываем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Переключаемся в арочку после 7 столбиков. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот наша центральная арочка между столбиками, да? На верхушке, как бы, да, назовем ее. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот арочка перед столбиками. Мы в нее столбик без накида провязываем. Теперь делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И опять в 4 столбик, да, 1, 2, 3 пропускаем. И в 4 столбик, верхушечку, провязываем 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 1, сюда же 2 и провязали вместе. Оп. Дальше, вот наша арочка последняя. Мы в нее провязываем столбик с накидом. Есть. А теперь, помните, мы начинали ряд 4 воздушные петельки, да, подъема делали. Для того, чтобы выровнять высоту нашего ряда, мы делаем 2 накида. И вот столбик без накида предыдущего ряда, мы в него ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. То есть выравниваем высоту. Все, по 2 петельки провязали. Вот. Вот что у нас по итогу получается. То есть до этого у нас были как бы волны, да? А теперь мы сделали более или менее ровный край. Что, идем дальше? Давайте. Итак, для начала делаем 1 воздушную петельку подъема, поворот. Теперь сюда же, получается, в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь будем работать по арочкам. Итак, вот наша первая арочка. Мы в нее нырнули и провязали столбик без накида. Помните, мы здесь делали 4 воздушные петельки, да? То есть здесь будем тоже делать 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь смотрите внимательно. Вот у нас арочки идут. Так, шагаем по арочкам. В первую арочку столбик без накида. Теперь смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующую арочку по порядочку столбик без накида. Теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять перепрыгиваем нашу следующую арочку. Вот. И провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И перепрыгиваем. Вот. В следующую арочку. Работаем по арочкам. Столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поняли, да? Чередуем 4, 3, 4, 3. Следующая арочка. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в следующую арочку столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вот следующая арочка у нас идет столбик без накида. А теперь будьте внимательны. Мы должны с вами закончить ряд. Смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И там, где у нас были 4 петельки подъема, так, вот аккуратненько в 4-ю петельку с вами ныряем
и провязываем столбик. Так, 4 петелька, столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Если внимательно присмотритесь, то мы сейчас провязали с вами ряд точно такой же, как был самый-самый первый. Помните, после столбиков? Точно так же мы чередовали арочки из 3 воздушных петелек и 4 воздушных петелек. Идем дальше. Для начала 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Накид. Сюда же в верхушку вот нашей арочки мы провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь смотрите, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Возвращаемся сюда же, вот сюда же, в эту же арочку, и провязываем 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 1, сюда же 2, и потом 3 петельки вместе. Оп, есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот нашу следующую арочку столбик без накида. Есть. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующую нашу арочку столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующую арочку столбик без накида. Теперь смотрите, вот когда мы будем идти в следующую нашу арочку, вот арочка наша, смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И провязываем в нее столбик с накидом 1, не до конца, столбик с накидом 2, общая верхушка, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же в эту арочку провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же в эту арочку провязываем 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. То есть вы уже так вязали. Помните, да? Просто мы сместили в шахматном порядке. Помните, вот в самом начале мы так уже вязали. Сейчас мы провязываем ряд точно так же, просто смещен в шахматном порядке. Угу. Давайте, схемка перед вами. Самостоятельно справитесь? Я думаю, что справитесь. Вот, повторяйте вот с этого момента. Вот у вас 3 воздушные петельки, столбик без накида, 3 воздушные петельки, столбик без накида, 3 воздушные петельки, столбик без накида. И потом опять комбинация, да? Столбик получается из 2 столбиков, 1 столбик с накидом и столбик из 2 столбиков. Угу. Давайте попробуйте. Я думаю, что у вас получится. Так, смотрите, вот что в итоге получается. Вот такая вот красота. Надеюсь, что вы справились. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. То есть получается, в последнюю арочку провязываем вот 2 столбика с общей верхушкой, 3 воздушные петельки, и сюда же в эту арочку столбик с накидом. И чтобы ровненько, аккуратненько, да, одинаково высотой закончить ряд, мы делаем 2 накида. И получается, там, где у нас столбик без накида предыдущего ряда, мы в него ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Так мы сохраняем высоту нашего ряда. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же получается вот нашу верхушку столбика провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот наша арочка. Вот арочка. Мы в нее провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И возвращаемся в эту же арочку и провязываем сюда 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Теперь в верхушку вот наших 2 столбиков 1 столбик с накидом. И в следующую арочку опять 3 столбика с накидом. Вспоминаете, да? Мы так уже провязывали. 1, 2, 3. Мы, получается, как бы по узорчику спустились. Вот, видите? Это как бы верхушка. Мы спускаемся, спустились. Теперь после последнего столбика мы с вами в арочку, в следующую, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в следующую арочку перепрыгиваем, провязываем столбик без накида. Теперь мы по узорчику, получается, вот так вот будем до центрального столбика подниматься. Провязываем опять 7 столбиков с накидом. Итак, в первую арочку 3 столбика с накидом.
Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Дальше в верхушку вот наших двух столбиков провязываем 1 столбик с накидом. И в следующую арочку опять провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Вот. Итого получилось 7 у нас столбиков. После 7 столбиков смотрим на схемку, вспоминаем. Помните, да? Вот наши 7 столбиков. Мы здесь будем делать опять арочку. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Возвращаемся сюда же, в эту же арочку, и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И перепрыгиваем в следующую арочку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Если мы здесь столбиками поднимались, здесь будем опускаться. Вот, как в начале ряда. Угу. Итак, сюда же, в эту же арочку, 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Вот верхушку наших двух столбиков провязываем столбик 1 с накидом. И в следующую арочку опять 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Угу. Вот мы с вами 7 столбиков провязали. Вот те самые 7 столбиков в начале ряда. То есть, если внимательно посмотрите, вот мы с вами повторяем те же самые столбики, только они опять же смещены в шахматном порядке. Здесь я немножечко узорчик уже как бы обдала паром, да, поэтому он более ровненький, аккуратненький, а здесь еще пока такой вот рыхленький. Итак, до конца ряда повторяете ряд, да, до конца ряда провязываете, смотрите по схемке, повторяете вот данный ряд, и у вас все получится. Все самостоятельно до конца ряда. Давайте. Так, вот мы провязали практически до конца ряда. Так, здесь у нас получается столбики в конце ряда поднимаются наверх 7 столбиков. Вот я провязала 7 столбиков, как мы заканчиваем. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Теперь сюда же в эту же арочку нырнули столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И в следующую арочку, помните, делали 4 воздушные петельки. Вот мы в эту арочку и провязываем столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Далее, смотрите. 3 воздушные петельки. То есть 2 воздушные петельки у нас будут по узорчику, да, поворот. Ну, 2 петельки подъема и 1 петелька по узорчику. 3 воздушные петельки. Дальше, смотрите, вот наша первая арочка. Мы в нее провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Вот наша арочка перед столбиками. Мы в эту арочку провязываем столбик без накида. 4 здесь воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Будем чередовать, да? Итак, смотрите. 4 воздушные петельки. Дальше накид. 3 столбика пропускаем. Раз, 2, 3. И в четвертый провязываем опять 2 столбика с общей верхушкой. То есть мы так уже провязывали, просто мы опять сместили в шахматном порядке. Дальше накид. Следующая получается арочка. Именно в арочку провязываем столбик с накидом. Накид. Опять 3 столбика пропустили. Раз, 2, 3. В четвертый провязываем 2 столбика с общей верхушкой. Раз. Сюда же 2. И вместе. Оп. То есть мы так уже провязывали. Угу. Вот у нас. Здесь у нас в самом начале. Вот у нас получается наши столбики идут. Поняли, да? Просто мы опять их сместили в шахматном порядке. Все. И дальше опять делайте 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Чтобы вас не запутать. 4 воздушные петельки здесь. Арочка после столбиков. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. В центральную арочку столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. В следующую арочку перед столбиками столбик без накида. А вот здесь 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. 3 столбика пропустили. В четвертый провязываем столбик с 2 накидами. Раз, 2 и общая верхушка. Дальше сразу в арочку столбик с накидом. Потом опять 3 столбика пропустили. В четвертый столбик 2 столбика с общей верхушкой. Раз, 2 и вместе провязали. И после, получается, нашего вот этого столбика делаем 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Переключаемся в арочку, столбик без накида.
Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот наша арочка последняя, столбик без накида. Здесь сделаем одну воздушную петельку, так, накид. И вот там, где у нас был столбик без накида, нырнули, вытянули ниточку и 3 петельки вместе. Оп, вот, полустолбик с накидом. Все, видите? Вот опять наши столбики поднимались, опускались, поднимались, опускались. А здесь наоборот, они вначале опускались, потом поднимались, опускались, поднимались. После влажной тепловой обработки узорчик красиво ляжет, будет смотреться намного-намного лучше. Идем дальше. Итак, для начала воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку, получается, этого столбика провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Следующую, получается, вот нашу арочку провязываем столбик без накида. Теперь 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Идем по арочкам. Следующая арочка, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Идем по арочкам. Столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Перепрыгнули. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Столбик без накида. И так далее. Поняли, да? То есть мы с вами уже так провязывали. Давайте самостоятельно прыгайте по арочкам и чередуйте арочки. 3 воздушные, 4 воздушные, 3 воздушные, 4 воздушные. Несложно. У вас получится. Давайте встречаемся в конце ряда. Так, провязали практически до конца ряда. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот в последнюю арочку столбик без накида провязали. Теперь, смотрите, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И там, где у нас были петельки подъема, да, вот у нас петельки подъема, 2 воздушные петельки и 1 петелька, получается, по узорчику. Так вот, мы в эту арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Дальше, смотрите, опять 2 воздушные петельки. Раз, два, подъема и 1 воздушная петелька по узорчику. Поворачиваемся. В первую арочку столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Идем дальше. В следующую арочку провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И теперь вот в нашу вот эту арочку центральную, видите, получается здесь по 2 столбика. Центральный 1 столбик провязываем точно так же, только получается у нас они будут смотреть в разные стороны. Не соединяться вместе, в разные стороны. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2, общая верхушка. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же 1 столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же провязываем опять столбик с накидом раз, столбик с накидом не полностью, да, провязываем 2 и потом все 3 петельки вместе. Оп. То есть мы с вами так уже провязывали. Если вы внимательно посмотрите, вот наш самый первый ряд. Вот мы его повторяем. Поняли? То есть дальше у вас будет только повторение. Вы провязываете ряд вот с нашими столбиками, так, 2 столбика с общей верхушкой. Потом у вас будет по 7 столбиков. Потом у вас тут арочки, где вы будете чередовать 3 петельки, 4 петельки, 3 петельки, 4 петельки. И потом опять повторение, только сместили в шахматном порядке. Поняли? То есть все, мы с вами уже все вместе провязали. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Я, естественно, его немножечко обдам паром, чтобы было более красиво, да, чтобы он не был такой рыхлый. И встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот так вот на контрасте с белым видно, да, четко ромбики получаются у нас. И посередке вот такие вот интересные цветочки. Вы можете вязать из любой пряжи. Узорчик у нас будет двусторонний, поэтому отлично будет смотреться, например, в палантинах. Летние или накидочки, да, из летней пряжи. Демисезонная, зимняя пряжа, палантины различные. Это могут быть кардиганы, летние тоже в топ, маечки, туники. То есть на ваше усмотрение. Пробуйте, экспериментируйте. Один и тот же узорчик из разной пряжи может смотреться по-разному. Опять же, ваша пряжа, ваша плотность вязания, ваш крючок. Узорчик может, наоборот, выигрывать, да, либо проигрывать. То есть пробуйте, пробуйте, экспериментируйте. Итак, из моих ниточек вот так вот не тянется узорчик. Вот так вот он тянется чуть побольше. Из вашей пряжи может тянуться больше, может меньше, поэтому обязательно пробуйте, вяжите образцы. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я набирала 31 воздушную петельку. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. У всех все может быть по-разному.
В моем случае, вот смотрите, 11, ну так, с хвостиком, 11,2, да, сантиметра. А здесь получается у нас каждый ромбик это 3 ряда. Ну, как бы половинка ромбика, да. Вот половинка ромбика, 3 ряда. Еще половинка ромбика, 6. Еще половинка ромбика, получается 9. Еще половина ромбика, 12. И самый первоначальный ряд, который я набирала, 13. То есть в моем случае это будет, смотрите, ну вот 11 тоже, опять же, с небольшим там хвостиком сантиметров. То есть практически квадратик у меня получается. Вот так вот, если посмотреть, квадратик. Вот такая красота. Возможно, поначалу покажет, что он слишком замудренный, да, когда будете его вязать, но когда вы увидите первые ромбики начнут вырисовываться, вы поймете, что ничего сложного нету вообще. Давайте вам для контраста покажу, как будет смотреться, например, на черном, ну, как вариант. Смотрите. Ага. Узорчик по-другому, да, смотрится. Вот такая вот сегодняшняя красота. Надеюсь, узорчик вам понравился. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Не забывайте заглядывать в плейлисты. Да, узорчиков много. И поэтому в плейлистах, возможно, что-то вам интересное понравится. Не забывайте кнопочку «Спонсор». Буду очень благодарна, признательна. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.